Стрелец, август. Обзор энергии для вашего знака зодиака. Коридор затмений, врата льва 8 августа. В конце этого видео я вычту цифровое послание, которое будет напоминать тебе, что ты на правильном пути, ведь ты здесь не случайно. Сначала вытащу карту из колоды «Корни и крылья». Да, это про заземление хороших энергий. Что у нас за послание для стрельцов на август 26 года? Вообще очень изобильный период. Врата льва 8 августа – это такая символичная, но духовная дата, в которую считается, открывается некая энергия изобилия, которая подходит для каждого знака. Здесь абсолютно неважно, Козерог, вы, Овен, Стрелец или Рыбы. Вот. 12 числа у нас солнечное затмение в Львах, то есть это про проявленность, про смелые шаги, про, знаете, выход из зоны комфорта, но не в то, что не нравится, а в то, что очень давно хотелось, но почему-то по каким-то причинам не хватало ресурса, может быть, внутреннего драйва какого-то, да, этого, как говорится, вайба правильного, настоящего. И 12 числа энергия это подсветит, да, то есть может появиться у вас, стрельцы, вот это стремление выстрелить точно в цель, начать двигаться. А 28 числа частичное затмение лунное в Рыбах. И это про глубину, про ту недосказанность, которая давно в вас хранилась и которая захочет проявиться, про осознание, что вот эти шаги, которые вы сделали от 12-го, вот уже сейчас дают всходы, но это все про внутренний рост, и про идет слово разница, про осознание разницы. То, когда вы из состояния наполненности, состояния внутреннего изобилия начинаете действовать, и какие это плоды, всходы дает, но самое главное, то какие внутренние последствия хорошие, да, то есть какие внутренние установки у вас начинают проявляться и побуждать вас к новым свершениям. Так, сейчас еще домешаю колоду, Что у нас за послание для стрельцов? Свобода! Отпустите ваши убеждения, да, и наблюдайте внутренний рост, внутреннюю свободу. Что такое внутренняя свобода? Это свобода от ограничивающих убеждений, которые могли вам на протяжении лет говорить, там, сюда не ходи, тут нельзя, это у тебя не получится, это ты недостаточно хорош, у других получилось, у меня не получится. Зачем делать то, что значит, там делают другие, это же уже есть, да, и я вам напоминаю, особенно для тех стрельцов, которые интересуются духовным развитием, у кого горло, вот это 28-е вас к этому ведут, чтобы вы начали проявляться. Даже простые видео в социальных сетях, где вы говорите: сегодня мой день прошел так. Если у вас есть желание это делать, значит, там есть люди, которым это необходимо, для которых это ценная, полезная, будет интересная, может быть, не всегда полезная, да, но точно интересная информация. Возможно, и полезная, да, если вы там кулинарный эксперт, неважно, мужчина или женщина. Если вы знаете, как правильно, и почему-то идет такой сейчас поток, кому-то индивидуальное послание, да, остальные стрельцы, дослушайте до конца, еще будет много полезного для вас. Кто-то из женщин умеет правильно с бытом, да, взаимодействовать, закручивать какие-то гайки, именно прям физически, да, то есть я не говорю, что перекрывать кислород другим людям, про контроль, не про контроль, а как-то с бытом. Есть вот блоги, да, в которых женщины показывают, что они умеют там забивать гвозди, там, с какими-то насосами работать, да, и есть огромное количество женщин, которым эта информация может быть полезна здесь и сейчас, да, вы сидите там, стрелец, и сомневаетесь в том, что да кому это нужно. И вот очищение вот от этих убеждений, что это никому не нужно, что ваш свет, ваша проявленность в этом мире как-то, вы к этому не приспособлены, она как-то не нужна. Это все будет растворяться, оно может проявиться. Как раз вот к 8 числа рост к 12, 12 это может прям чувство «хочу разговаривать», начать, да, не отказывайте себе в этом, потому что через действие вы создаете уникальный ресурс для реализации своих мечт, своих желаний в этой реальности, в нашем новом времени. Мы в нем уже живем, существуем, для того, чтобы почувствовать, как оно работает, необходимо предпринимать шаги, да, не просто сидеть, просить там «Творец, помоги» или там «Ангелы, помогите». Это другое, а именно действовать в материи, предпринимать шаги, записывать, не знаю, кружочки, записывать видео. Не важно, что их там просмотров, что их увидит малое количество людей, что просмотров будет немного. Это не страшно. Главное сделать, да, сделать. Сейчас посмотрю по Таро, что еще для вас, стрельцы. Еще идет послание, что это очень уникальный период, самореализация.
удовлетворение от этого, да, то есть даже какой-то, вот то, что вы разместили видео, я сейчас делаю это как пример, это может быть связано с какой-то другой сферой, в каком-то другом проявлении, может быть, вы хотели песню записать, или давно хотели начать рисовать, но все никак не начнете, да, и вот это вот желание сделать и внутреннее удовлетворение от наблюдения вот этого первого результата принесет вам больше отваги, идет слово, да, отваги, и даже внутренней важности, но здесь внутренняя важность это не про гордыню, стрельцы, да, а внутренняя важность это про то, что у меня есть миссия здесь, у меня есть какое-то предназначение, у меня есть желания, которые сбудутся, которые сбываются уже, то есть это ваше желание начать рисовать, и вы, когда нарисуете, вы видите первый результат, это уже сбывшееся желание, понимаете? Важно это пронаблюдать, прожить, интегрировать этот опыт и быть себе, стать себе благодарным за то, что вы смогли сделать этот шаг. Карты сами выпали. Хорошо, это я люблю. 3 карты. Так. Мудрец, возлюбленный, 7 жезлов. Так, карта мудрец. О чем это? Вы таким образом, такими шагами постигаете, на что вы на самом деле способны. Да? То есть для тех, кто занимается там бухгалтерией, юриспруденцией и так далее, у вас, возможно, была когда-то мечта, какое-то намерение или вот это, воплотить какое-то хобби, да, не знаю, рисовать по знакам. Начните, найдите на это время, попробуйте вместо телевизора вечером посидеть, порисовать, вы найдете умиротворение. Прям идет, да, такая для вас подсказка, умиротворение именно в творении руками. Карта возлюбленной в данном случае это еще для кого-то индивидуальное послание о том, что женщина-стрелец, которая там, не занимаясь чем-то, может слишком много внимания обращать на то, как ее семья делает не то. Вот вы тут не так поставили, тут не так сделали, тут вообще не сделали, да, но если вы начинаете обращать фокус на себя, на свое развитие, начинаете, не знаю, действительно закрашивать по номерам, то вы, вот это чувство умиротворения, вы отстаете от всех людей, вы начнете замечать, как ваши близкие и родные сами потихонечку начнут делать, да, то есть отпускание в данном случае, даже это сейчас уже идет идея не про контроль, а про то, что ваше внимание направленное на наполненность себя, на подтверждение и поддержку своих желаний в моменте, даст больше свободы не только вам внутри, но и вашим близким. И свобода это проявится не в том, что они пойдут пакостить и не делать, да, а наоборот в том, что они искренне захотят сами что-то сделать. Помыть посуду, подмести, убрать, не знаю, стирку разгрузить, да, то есть то, что для вас имеет значение. Там, может, муж сам вдруг внезапно встанет, машину вам отгонит, да, и вы утром проснетесь, а он стоит с чашкой кофе, говорит: дорогая, заходи, да. Я сейчас вам даю некоторые метафорические примеры о том, как сработает эта энергия, да, и 7 жезлов в данном случае, видите, здесь женщина, которая отбивается от, скажем так, мнений других людей, да, это очень большая эмоциональная, но исключительно ментальная преграда на пути к реализации творчества. Для любого знака, для любого человека это страх, что подумают другие. И здесь очень важно переступить. Вот этот вот барьер, он будет маленький, вы сможете, я прям вижу картинку, на пути к совершению своей мечты, вы сможете просто переступить, он будет небольшой, этот барьер, и вы увидите, что на самом деле безопасно, что пространство безопасное. Кто-то про себя задает вопрос о хейтерах, да, здесь, ну, хейтеры, они проживают свою реальность, и это люди, которым нечем заняться, понимаете, то есть у них настолько ничего внутри не происходит, а у них живет вот этот внутренний жук, которому нужно все время питаться осуждением, да, и вот они ищут выхлопа этому снаружи, вот, и когда вы устаканитесь и войдете в самореализацию, вы поймете, сейчас, кстати, это очень важная информация, да, вы поймете, что они просто от безделия этим занимаются. Не потому что кто-то хочет что-то там включить, у них как бы их внутренний жук голодный до негатива пытается найти снаружи. На самом деле все, что им говорит, это поток и поле говорит: обрати внимание на себя, тебе нужна помощь от самого себя. Вот. Еще что у нас? Императрица. Слушайте, почти на всех знаках выпадает на август императрица. Изобильное исполнение. Функционал развитый в материализацию доходов, в том числе доходов, для кого-то какая-то служба, да, идет, то есть вы чувствовали, что вам хочется начать какое-то, не то что служение, а что за служба такая, какая-то диагностика чего-то, да, вот, и
будут там не просто копеечки, да, то есть сначала, может быть, и копеечки, но чем больше вы вот эту внутреннюю свободу себе позволяете ощущать, да, то есть чем больше вы чувствуете от этой внутренней свободы еще, она же на что действует? Действует на внутренние убеждения, которые растворяются, да, о том, что вы растворяются о том, что вас недостаточно, вы становитесь более уверены в себе. Когда человек уверенный в себе говорит, это совсем другое ощущение. И у этого человека, у тех, кто его слушает, да, то есть эти люди, они такие: о, интересно, да, и им хочется следовать. Поэтому не бойтесь исследовать свои какие-то внутренние позывы, то, чем вам подсветит это уникальное время коридора затмений. И помните, что вы закладываете для себя основы, прочный фундамент на ближайшие 6-8 месяцев, да, там, до следующего затмения. В следующее затмение многие, те, кто действительно отыграют, возьмут эту механику и отыграют вот эти принципы очень простые, да, которые масштабируются на любую ситуацию абсолютно. Главное это увидеть и заметить, то вы уже сможете заметить первые плоды, да, пожатия рыцарь мечей, да, и вот это чувство: я сделал правильный выбор, я все сделал правильно. Не, опять же, не в ситуации, где вы кого-то переубедили на свою сторону, там, через какой-то негатив или гнев, нет, а про то, что вы чувствуете уверенность, вы чувствуете кайф от того, чем вы занимаетесь, вы чувствуете чувство тавтологии, да, внутри, уважение к себе, к своим выборам. Да, и паж Пентаклей, и это позволит вам пересмотреть свое отношение к деньгам. Часто бывает, что человек не может начать зарабатывать достойно, например, он чувствует, что он может больше, да, но не может начать достойно зарабатывать, либо просить прибавку к жалованию, либо просить повыше цену за свой сервис, да, который он делает. Он думает, там клиенты уйдут, потому что это будет слишком дорого. Но когда вы из самодостаточности, самоценности действуете, занимаетесь любимым делом, то клиенты будут к вам приходить другого уровня, просто с другим материальным достатком, да, потому что им приятно находиться в поле не жертвы, да, обстоятельств или там кого-то, кто боится себя проявить, а в поле, которое говорит: да, я этого достоин, да, у меня все в порядке, да, потому что они приходят, многие, кто занимается сервисом, кто меня смотрит, вы знаете, что многие ваши клиенты говорят: я к тебе прихожу, потому что мне с тобой хорошо. Они выбирают не качество вашего лака, не то, как выглядит ваш кабинет, хотя я знаю, что мастерицы любят, да, чтобы все было уютно, красиво, вот, чтобы было приятно находиться, это все-таки ваше рабочее место, как-то обуютить его, вот. Они приходят к вам, именно, им важно, там, вот если это мастер маникюра, как ручки у вас мягкие, заботливо вы занимаетесь, да, там, с вниманием относитесь к клиенту, и вот этот пересмотр финансовых отношений с самим собой, все финансовые отношения, они не с внешним миром, а с самим собой. Когда вы позволяете себе больше, это начинает все происходить, и меняется уровень клиентов, в том числе даже старый клиент может прийти и сказать: я там сегодня хочу тебе чай больше оставить, да, то есть и вы его об этом не просили, он сам почувствовал от вас. Все люди, вне зависимости от их уровня духовного развития, степени вовлеченности в духовность, на подсознательном уровне считывают вашу вибрацию. Ваша вибрация, она говорит без всяких прикрас. Если вы внутри проживаете уровень мудреца, уровень любви к себе, возлюбленные, выход из программы «кто-то меня хочет обидеть», чувство императрицы, что мир изобильный, мир меня поддерживает, чувство стабильности, то вы прям как по маслу, да, вот видите, он здесь на потоке начинает двигаться, да, то есть вам просто такая, как дается платформа, на которой вы начинаете в этом потоке изобилия спокойно двигаться. Изобилие — это не только финансы, это и возможность прихода новых клиентов, новые какие-то каналы продвижения, новые возможности для тех, кто в семье, да, кто занимается бытом. Вдруг там скидка на любимые кастрюли, да, но не потому, что вам жалко денег, а потому что вам Вселенная говорит: смотри, вот тут вот есть, у тебя есть сейчас денежки, давай, вот есть возможность, бери ее, да, вот. Что еще? Вроде все, стрельцы, как, ну, интересно, как энергии развернулись. Сейчас вытащу для вас цифровое послание на второй части, ой, на второй, на вообще, ой, господи, записываю сегодня новолуние, 14 июля, все, у меня вторая часть, все перемешалось, все смешалось в доме, люди, кони, вот, август, 8-й месяц 26-го года, стрельцы, вау, моя любимая цифра, 4 единицы, исполнение желаний, то, с чего я начала чтение для вас. Стрельцы, исправление какого-то направления, терпение,
чувство парения, чувство, как в потоке нахожусь, реализация самого себя, да, то есть вы начинаете понимать, а у меня же есть уже, я чувствую ценность внутри себя, манифестация, быстрый проход и действие, да, про действие я вам тоже сегодня говорила, необходимо действовать. Вот, и вы сейчас находитесь в потоке удачи. И это может проявиться через хорошие новости, какие-то классные опыты, новые возможности или какие-то новые знакомства, от которых вы кайфанете, да, и вы найдете себя в правильном месте в правильное время, да, то есть главное действовать. И это не совпадение, а дар судьбы. 4 единицы. Такое чудесное послание для вас, стрельцы. Я вам желаю изобильного августа, он для всех знаков вообще очень классно по энергиям будет отыгрываться, да, но здесь важно это заметить и взять себе на заметочку и как бы, знаете, ну вот действовать в отношении вот этой информации, да, то есть не забывать про себя, не задвигать себя на задний план, не ставить нужды других, если вы сидите чем-то важным заняты, например, там раскрашиваете по номерам, вам говорят срочно сейчас иди, все брось, мне там нужно, как бы с точки зрения некоторой внутреннего правосудия, почувствуйте, а вы действительно хотите сейчас это делать, все бросите, идти или нет, да, если не хотите, то скажите, ну пойди сам сделай, да, то есть я уверен, ты сам справишься. И посмотрите тоже, как будет чувство вот этого внутреннего, ой, хорошо, да, то есть вот мне сейчас хорошо. Если вам откликается мой труд, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео. С вами была Анна, это канал The Good Дело Добро будет. До встречи в моих следующих обзорах для вашего знака Зодиака. Благодарю вас и пока-пока.